Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте монашеско-кыргызского народа. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман «Эпос» в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел свою книгу на русский язык. Оба этих варианта я выставил для продажи на интернет-сайте eposmonas.com. Кто хочет, может приобрести эти книги на указанном сайте. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Пробираясь через хребты, недоступные даже для архаров, высокие заснеженные горы, неприступные скалы, где не ступали копыта даже козлов горных, он с огромным трудом пересек долину. Забравшись на вершину очередной высокой горы, Манас, никому не показываясь, посмотрел вниз. Там спокойно паслись табуны лошадей, иногда пускаясь на перегонки, задрав хвост трубой. Среди них были желтые, гнедые, серые, синие кони. Видимо, это скот китайцев или калмаков, предположил Манас. Здесь, по крайней мере, 40 тысяч лошадей. Что мне делать? Я не могу гнать всех где-то в одиночку. Поэтому надо отделить от них побольше лошадей. Если станут преследовать, я уничтожу тех, кто попадется мне на глаза. Богатырь, громко закричав, ударил белый барабан и выстрелил из ружья от кельте. Он набросился на табун и погнал его в сторону длинной впадины. Внезапно перед ним на черном коне выскочил высокий, широкоплечий, светлолицый старик лет 60-65. Увидев, что у него длинное копье в правой руке и острый стальной меч в левой, Манас понял, что старик хозяин лошадей. «Не гони коней!» — гневно крикнул он. «Ты дурак или нормальный? Или враг, пришедший поглазеть на нас?» Манас не знал, кто это, и не стал отвечать на вопрос. «Почему ты молчишь?» — разозлился старик. «Скажи мне, кто ты? Как зовут твоего отца? Как тебя зовут? Ответь мне, иначе подохнешь, если я доберусь до тебя». «Что это за человек?» — еще больше удивился Манас. «Старик не похож ни на китайца, ни на калмака. Он еще спрашивает мою родословную. Я тоже спрашиваю, кто он. Моего отца зовут Отец», — дерзко ответил Манас старику. «Меня зовут Я. Убирайся с дороги, не преграждай путь лошадям. Ты, оказывается, пожилой человек, поэтому не жалко тебя. Кто ты сам?» Раздраженный тем, что не получил положительного ответа, побледневший старик заревел от злости. Когда он с копьем наперерез бросился на Манаса, от удара юноша чуть не слетел с лошади. Придя в себя, Манас ударил старика копьем, но тот спокойно отразил удар. После этого они начали яростно нападать друг на друга. Манас был уязвлен, что не может победить старика. Он ударил плетью об полу и крикнул «Бабедин!», бросил клич Манаса. Старик был ошеломлен услышанным, потому что это был Иштек. Богатырь не узнал своего деда и вступил с ним в бой. «Про какого Манаса говорит этот юноша?» — трогнул сердце старика. «Может быть, он сын моей дочери Шакан, мой внук Манас?» Чтобы проверить свои предположения, Иштек крикнул богатырю: «Подойди сюда!» Этот старик, видимо, не прост. Манас с подозрением посмотрел на Иштека. «Посмотри на его хитрость. Видимо, он хочет меня обмануть, поняв, что не может победить. Я тоже не дам слабину, спрошу у него, кто он такой». Когда богатырь подъехал к старику и сказал ему, кто он, Иштек громко заорал: «Светоч моя на небесах, краса моих очей,
звезда моих ночей. Откуда ты пришел в темницу, куда не ступает копыта архаров? Твой отец, мать и родственники живы, здоровы? С ними все в порядке, ответил монах, несказанно удивленный плачем старика. Кто вы? Золотой мой, я твой дед Иштек. Дедушка, крикнул монах и спрыгнул с лошади. А когда Иштек тоже шли с лошади, они крепко обнялись. Дедушка, сказал монах, вы раньше жили в Булгарии, не так ли? Да, сынок, ответил Иштек, вытирая слезы. Тогда что ты делаешь здесь? Сынок, тяжело вздохнул старик, в жизни не все сбывается, как задумываешь. Когда мы жили в Булгарии, китайцы напали на наш аил. Опираясь на горы Канара, мы бежали от них. Китайцы начали преследовать нас и окружили. Мы, перекрыв ущелье, сражались с ними в течение 14 дней. Я думал, что никто не бывает здесь, куда даже олени не заглядывают. Ненаглядный мой, откуда ты пришел? Где увидел моих лошадей? Стал их угонять. Как ты хорош, пригож, внучек. Если будешь жив, многого добьешься. А теперь забирай лошадей, которых ты отделил, и гони их дальше. Не смущайся. Монах недовольно посмотрел на деда. Дедушка, я ничего не возьму у вас. Если заберу даже дохлую клячу, когда вас осадили, какую дурную славу я приобрету? Тогда почему ты стал угонять табун? Вопросительно посмотрел Иштек. Дедушка, я думал, что он принадлежит китайцам или калмакам. С понурой головой ответил богатырь. С какой целью ты приехал сюда, сынок? Когда я ехал с 6000 воинами, чтобы проведать тебя, то увидел китайскую армию. Ответил монах, рассказал дедушке обо всем. Выходит, мы все по ошибке испугались друг друга. Печально покачал головой Иштек, услышав рассказ внука. Да, дедушка, мы заперли китайцев спереди, а вы сзади. Взяли их в осаду. Мы боялись, считая вас китайцами, а вы нас приняли за них. Кстати, где дядя Джамбарчи? Он вчера пошел на разведку, чтобы проведать китайцев. Дедушка, почему вы сбежали из Булгара? С любопытством спросил монах. От нас до Китая 15 дней пути. В последнее время китайцы стали более агрессивными. Они начали нападать и угонять наш скот. Позже, когда мы узнали от калмаков, что китайцы готовятся истребить нас, пришлось бежать. Мы сражались здесь в течение 14 дней с китайцами, но от них нет никаких вестей уже 4 дня. Пошли, сынок, давай сберемся на вершину горы и посмотрим, что они делают, предложил Иштек. Монах согласился. Когда он с дедушкой забрался на гору, то увидел, что все китайцы погибли. Монах и Иштек пошли к своим людям, чтобы объявить о разгроме врага и победе. На следующий день они пришли к месту, лежали погибшие китайцы. Забрав их оружие и золотые пояса, кыргызы завладели богатой добычей. Затем монах обратился к собравшимся. Проклятые китайцы никак не могут угомониться. Они трижды вторглись к нам, чтобы уничтожить нас. А если мы не выступим против них, они оставят нас в покое. Поэтому давайте пойдем в поход против них. Если Бог даст нам удачу, разрушим их города и завоюем местности, которые сможем. Не пожалею своей жизни, чтобы преподать хороший урок китайцам, чтобы им неповадно было с нами связываться. Согласившись, все начали готовиться к походу против города Дагалак и его правителя хана Дуброва. Глава 7. Победа над ханом Дуброва. 290 тысяч воинов Манаса, выступившие в поход против хана Дубуро, отправились в Дагалак, привязав припасы к себе, закрепив поясницу мечи, взяв кинжалы, копья, боеприпасы. Они во главе с братом Жакопа Баем перевалили через перевал Азат. Затем, пройдя пустыню Аксы, воины через 2 дня достигли города Исет.
Они издали увидели его черные сады, высокие храмы. В Исете, состоящем из двух частей, проживает 4000 человек. Его 12 вождей, понимая бесполезность сопротивления, сдались Манасу, подарили ему 180 лошадей. Кыргызы отдохнули в городе 4 дня. На 5-й день, вечером, в сумерках, 290 тысяч воинов Хаджи Джахангира также прибыли в Исет. Ранее по пути к Кушою, находившемуся в Галахе, они победили хана Найза, захватили Кашкар, завоевали город Мангут и переименовали его Марал-Баши-Дулун. Отдохнув там некоторое время, через 4 дня кыргызы дошли до Осета. Не зная, кто руководит городом и кому принадлежит рать, обосновавшийся в нем, армия Джахангира начала готовиться к битве. Когда было установлено, что Исет принадлежит кыргызам, Манас, Иштек, Кокшо и Бай пешком отправили к Джахангиру, чтобы поприветствовать его. Нашедшие друг друга сыновья тюрков были несказанно обрадованы встрече, как будто завоевали весь мир. Седобородый Бай после встречи с Джахангиром отправился к своему временному жилищу. Старик, медленно ехавший на коне по узким улочкам города, с интересом разглядывал все вокруг. С обеих сторон улицы стояли сделанные из соломы дома горожан. У них были низкие крыши и земляные стены, а рядом с ними находились ремесленные мастерские и лавки мелких торговцев. Внезапно задумчиво ехавший Бая схватил за талию среднего роста, широкоплечий, светлолицый юноша, проезжавший рядом на большой черной лошади. «Кто дергает такого старика, как я?» — гневно подумал Бай. Сердито обернувшись, он увидел своего сына Бакая. «Сынок, ты ли это?» — радостно воскликнул старик. «Да, это я», — ответил Бакай и нежно обнял Бая. Отец и сын присели на старое дерево, упавшее от ветра на обочину дороги. «Золотой мой, не себя отчасти», — проговорил Бай. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть». «Я тоже», — ответил Бакай, одетый в синий верблюжий халат и черную тюбетейку. «Прошло 6,5 лет с тех пор, как вы покинули дом. Мы очень беспокоились, не зная, живы вы или мертвы. Где вы были так долго? Как присоединились к такому многочисленному войску?» Сынок», — Бай тяжело вздохнул, поглаживая свою белую бороду. «Многое произошло за это время. Как ты знаешь, я отправился на поиски брата Жакова. По дороге я встретил воинов с горы, которые вышли в поход. Я едва мог избавиться от них, не знал, куда идти. Но Бог помиловал меня. И я встретил своего брата Жакова. После нашего изгнания он поселился здесь и очень разбогател. Он отвез меня в свой аил, женил на молодой, красивой девушке. Я все собирался вернуться домой и даже не заметил, как прошло время. Знаете, у нас теперь новая мама», — рассмеялся Бакай. «Да, сынок, так получилось. По шариату у мужчины может быть 4 жены. Поэтому у нас нет никакого обида на вас, папа. Ну как ты попал в эту армию на старости лет?» — вопросительно посмотрел на отца Бакай. «Разгадка — это загадка проста, сынок. Все этими воинами командует Манас, сын Жакова». «О, — удивился Бакай, — выходит, мой двоюродный брат — вожак этих воинов, наводящих на всех ужас?» «Да, пойдем, я познакомлю тебя с ним». Старик отвез своего сына к Манасу на окраину города, где он отдыхал в большой палатке в яблоневом саду, и представил его Бакаю. 28-летний Бакай и 19-летний Манас сразу понравились друг другу. Сыновья двух родных братьев дружно стали общаться между собой, радуясь встрече. То ли от того, что он очень обрадовался встрече с сыном, или по какой-то другой причине, но Бай сильно заболел и умер в тот же день. Накануне своей смерти
Бай обратился к Манасу, печально сидевшему возле его постели. «Сынок», — сказал он, — «слава Богу, хоть на старости лет я нашел своего потерянного брата, познакомился с его таким храбрым сыном, как ты. А сегодня я встретил Бакая, которого не видел 6 лет. Отныне станьте опорой, поддержкой друг друга, всегда будьте вместе. Сражайтесь с врагами, не давайте никому посрамить честь кыргызов». «Дядя», — ласково улыбнулся Манас, — «даст Бог, вы сами будете нам опорой, сами поведете нас. Вы встретили Бакая и немного перенервничали. Если отдохнете 2-3 дня, то поправитесь». «Нет», — отрицательно покачал головой Бай, — «не думаю, что я выживу. Кажется, пришло время мне отправиться на тот свет». «Дядя», — начал говорить Манас, но Бай остановил взмахом руки. «Сынок, не перебивай меня. Дай мне высказаться, пока я жив. Манас, сынок, ты не мертв, а жив. Твоя поступь достигнет всего мира, потому что ты один из 7 султанов. Даст Бог, если ты выступишь, то завоюешь Бейжин. Будьте дружны с Бакаем. Мой сын и умен, смел. Он прославит твоим великим достоянием. Никто не уцелеет, если сразиться с ним. Кого он проклянет, тому не сдобровать. Бакай будет тебе опорой, зрачком твоих глаз. Сделай ее себя сокалом, Манас», — слабеющим голосом произнес прощальные слова Бай. Благословив своих детей, в тот же день он попрощался с этим миром. Его последний путь проводили все 600 тысяч человек, собравшихся на похороны, а за упокойную молитву прочитал сам Джахангир. Проводив Бая последний путь, погрузив припасы, громогласно трубя золотые трубы, с развивающимися знаменами и размахивая флагом, 700-тысячное войско отправилось до Галак. Оно во главе с Манасом и Бакаем дошло до города через 3 дня, не давая вырваться из города не только человек, но даже кошки, их кыргызы окружили его со всех сторон. Недалеко от центральных ворот Дагалака, на зеленом холме степи, Манас установил большую желтую палатку, которую всегда возил с собой в походах. Обустроившись, он отправил посланника к старейшинам города. «Если у них есть правитель, пусть слушает меня. Если он намерен сразиться, пусть придет. А если нет, сдастся нам», — потребовал богатырь. Люди Дагалака были шокированы и не знали, что ответить. У них погибли колдуны, не было хана. В городе не осталось никого, кто мог бы их вдохновить на борьбу. Отчаявшись, горожане посоветовались и решили сразиться. Выйдя из ворот Дагалака, городские воины вышли на поле и остановились перед ратью Манаса. Согласно военной традиции, перед битвой должен состояться поединок богатырей. Дагалак отправил на свет взрослого, черноворотого, темноглазого, скуластого Катакула. Готовясь к ней, он привязал все свое вооружение, повесил на плечо синее копье, сделанное из камня, оседлал коня, взяла и, громко крича, выскочил на поле битвы. «Пусть против меня выйдет Манас», — заорал Катакул. «Пусть он услышит, что я говорю. Меня зовут Богатырь Катык. Тем, кто со мной уходил сразиться, я голову поотрывал, всех волосы я стер в порошок, как высохшую траву». Вот, уважаемые товарищи, наше время истекло. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.